Привет! Я Оля, Свекла Арт. И сегодня я покажу, как нарисовать открытку акварелью, причем очень быстро и очень просто. Весеннюю открытку с тюльпанами. На изготовление вот такой открытки у меня ушло 8 минут. Поэтому сегодня без ускорения с моими комментариями вы можете увидеть, как нарисовать подобную. Данный мастер-класс очень хорошо пойдет для новичков. Начнем мы работу без предварительного карандашного рисунка, потому что для изображения вот таких простых тюльпанчиков, таких простых форм карандаш вообще не требуется, он вас будет только сковывать. Я намешиваю сразу же фиолетовые оттенки. Фиолетовые оттенки у меня из розового и синего. В данном случае я беру ультрамарин и карминовую. Они очень хорошо друг с другом смешиваются, и получается очень красивый фиолетовый оттенок. Почему я сразу не беру готовый фиолетовый? Потому что при такой смеси, при таком замесе я могу двигать мой фиолетовый цвет то в сторону синего, то в сторону фиолетового, и получится живописный бутон. Дальше я буду добавлять готовый фиолетовый, но начинаем мы все-таки вот с этого замеса. Работаю я колонковой кистью вот такого среднего размера, это троечка кисть от Рублев, на целлюлозной бумаге. Это бумага китайского производства Баохонг, у нее крупная фактура, это мне позволяет выполнять красивые заливки, а также послойно работать, несмотря на то, что это целлюлоза. Однако сегодняшняя работа у нас почти в один слой будет выполнена, нам, в общем-то, многослойности не понадобится. Вот такими легкими движениями сейчас я изображаю лепестки моего тюльпана, первого бутона. Их будет у меня два полностью прорисованных, да? И третий такой не раскрытый. Сейчас я работаю вот над этим вот бутончиком. Ни на какие референсы можно даже не смотреть. Но если нужно где-то вдохновиться в чем-то, можно, конечно же, и посмотреть на фотографии, поискать в Pinterest, как я это часто делаю, либо просто погуглить. Итак, посмотрите, сейчас я варьирую как раз цвет. У меня фиолетовый, кое-где почти в чистый розовый уходит, а кое-где в чистый ультрамарин. Получается вот такой вот живописный бутончик. Вот здесь, видите, я оставляю вот такой вот просвет, чтобы у нас не сливалось одним пятном. Хотя, в принципе, если даже сольется, будет тоже неплохо. И сразу же зеленый стебелек буду рисовать. Почему я делаю это сразу? Потому что пока у нас влажный бутон, наш зеленый стебель должен немножечко влиться в бутончик. Тогда у нас не будет он приклеен грубо, а будет прям расти бутон и стебелька. Посмотрите, для зеленого я использую сейчас оливковый. Можно в оливковый добавлять каплю желтой, каплю зеленого. Опять же варьируя наш оттенок, чтобы у нас получался интересный, переливающийся цвет. И сразу же начинаю работать над вторым бутоном. Точно так же, по такому же принципу. Фиолетовый можно, опять же говорю, сейчас я его возьму, взять сразу готовый, но тогда в него придется добавлять синий, кое-где розовый. Ну, смысла в этом особого не вижу. Вот посмотрите, у меня готовый фиолетовый цвет, сейчас я его буду внедрять в свои бутоны, что в первый, что во второй. Однако вот эти переливчатые синий с розовым, они такой фундамент, который светится и переливается. А фиолетовым я лишь подчеркну, где-то углублю цвет. Так как бумага у меня целлюлозная, она сохнет довольно быстро. И если где-то надо что-то высветлить, то есть где-то у меня слишком плотный цвет получился, я быстренько намочу кисть, отжимаю ее и тут же протираю то, что мне надо убрать. Вот такие простые работы, они позволяют почувствовать цвет, как краски смешиваются друг с другом, поиграть с цветами. То есть не бояться можно на таком небольшом формате, это 10 на 15, заготовка для открытки из бумаги Баохонг.
Фирма 5 красок, я часто покупаю у них бумагу и вот такие открытки. И посмотрите, что я сейчас сделала. Я не хочу, чтобы у меня все 3 тюльпана были вот на одной плоскости лежали. Хочется, чтобы они немножечко отодвинуты друг от друга были. Поэтому я немного размываю один край. Видите, я добавила вот сюда водички. Сейчас у меня этот край размылся. И получился уже вот такой вот интересный эффект. Будто бы у нас такой вот он не совсем в фокусе часть моего тюльпана. Сразу же добавляю опять же листья зеленые. Вот в эти зеленые листья я добавлю кроме оливкового еще и холодного зеленого. Это изумрудное, чистое изумрудное оттенок акварели. Он с оливковой опять же смешивается прямо на бумаге, и получаются вот такие переливчатые цвета. Можно кое-где добавить желтенькую, тоже будет очень интересно. Тогда изумрудный превратится просто в зеленый. Также кое-где можно затемнить. То есть здесь я не перебарщивала, у меня все-таки акцент на тюльпанах, поэтому зелень я так очень-очень прозрачно и легко изобразила. Можно усилить. То есть смотрите на ваш вкус. Ну и вот этот бутончик, он у нас совсем прозрачный, невзрачный. Не надо на него перетягивать все внимание, поэтому вот такими парочкой штрихов я его изображаю. И, в общем-то, акварель уже готова. Вот 5 минут, посмотрите, открытка готова. Но немножечко я, видите, ошиблась с размещением моего букета. Хочется его подвинуть вверх, видите. Поэтому учтите мой промах, прям вот немножечко, буквально на сантиметр сдвинуть. Можно это избежать, вот я эту открытку буду дорабатывать в дальнейшем. Я возьму перо и тушь и буду писать еще вот так вот на заднем фоне. То есть фон у меня будет состоять из каллиграфических таких букв, слов. Весна, там какие-то, может быть, пожелания, вот они будут сзади располагаться. Это немножечко будет скрадывать мою композиционную ошибку. Но вот если хочется на открытке только акварель, то старайтесь все-таки ее по центру здесь рисовать, либо же увеличить немножечко. Также художественный наброск тоже может спасти. Посмотрите, сейчас я этим буду заниматься. Наброск. Не люблю, когда слишком такой яркий, не люблю, когда его много, поэтому тоже не переборщить. Сейчас вы увидите, как я это делаю. Видите, все практически в один слой. Я не добавляю там кучу всего, каких-то теней. Это очень такой легкий букетик. Вот он наброск этой же кисточкой. Главное, чтобы на кисти было много воды с краской. И тогда просто мы ее трясем, получается капельки. Если я хочу большие кляксы, тогда я набираю, либо кисточку беру побольше, мягкую кисть, либо набираю на эту кисть много и прямо ее отжимаю. Тогда будут прям такие красивые большие кляксы. Если где-то капелька упала не туда, я ее быстренько также собираю чистой, отжатой кисточку, либо беру еще и салфетку. Она мне тоже может пригодиться в данном вопросе. Вот, я считаю, что больше сюда ничего не надо добавлять. Получилась такая живая работа, не перегруженная деталями, не перегруженная слоями. 8 минут и у нас получилась вот такая свежая, эксклюзивная открытка. Повторить такую, в принципе, невозможно. Потому что акварель уже повторно вот так же не потечет. То есть сюжет повторить, конечно, можно, цвета повторить можно, но у вас явно получится результат другой, и это очень здорово. Надеюсь, сегодняшний мастер-класс мой маленький оказался вам полезен. Вдохновения вам и успешного творчества!